Ну, Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Софья Агатовна, это ромашка, которая неправильным путем пошла, да? А это правильная. Это правильно и неправильно. Сегодня у нас встреча с великой женщиной, гениальным человеком, потрясающим музыкантом, который уже оставил огромный след в нашем музыкальном мире. Это Софья Азгатовна Губайдуллина. Мы находимся у нее в ее маленьком парадизе, недалеко от Гамбурга, рядом с роялем, который потроил Мстислав Ростропович, и с женщиной, которая создала свой мир и отстаивает свою жизненную позицию. Софья Азгатовна, я необыкновенно счастлива быть у вас и видеть вас вновь. Я знаю, что вы приехали в это место 30 лет назад, что вы никогда не покидали Россию. Это прибавилось как бы еще одно место жительства, где вы могли спокойно творить. И вот это ваше затворничество, ваша самоизоляция, которая сейчас во всем мире лютует, но она какая-то такая насильственная, да? У вас она была совершенно естественная. Вы этого желали, для вас это ваша норма. Даже в самом раннем возрасте я мечтала о том, чтобы быть одной, чтобы быть... Я припоминаю детские свои годы, когда я страшно любила оставаться одна, когда вся семья покидает дом, а я остаюсь одна. И вдруг фантазия начинает работать так сильно и так привлекательно. И помню такие моменты, когда я очень желала остаться одна в классе, например, в темном классе почему-то. Почему-то мне это необходимо. Я думаю, что каждый человек имеет свои особенные свойства. Но в себе я нахожу именно что-то естественное. Это стремление быть одной и общаться с какой-то такой сущностью, которая не может быть разделенной на несколько частей. Это стремление быть в единстве. Я думаю, что природа имеет массу инстинктов, например, инстинкт красоты. И я в себе чувствую инстинкт формообразования. Мне кажется, это определило мое желание найти такое место, где я действительно могу побыть сама собой. Софья Азгатовна, а правда, что когда вот вы поселились в этом доме, то вы целую ночь играли на рояле? Да, одна? то же самое, то же самое. Это, видимо, совершенно неизбывное такое желание. Это природное желание, это моя природа. А почему Мстислав Ростропович подарил вам этот рояль? Я даже не знала причины, почему он решил мне подарить. По-моему, он просто такой добрый человек и замечательный во всех отношениях музыкант. Бывают беспричинные вещи, а бывают вещи, которые мы просто не знаем причину, но бывают действительно без причины. Я вообще очень ценю какие-то естественные вещи, естественные события. И в данном случае, когда вот мне удалось обрести вот такой дом, где я могу действительно сама оставаться одна и общаться с деревьями, общаться со звездами. Это место мне просто подарено. Однажды была встреча где-то в Японии, по-моему, было, и Хельмут Шмидт спросил меня, где я обитаю. Я ему сказала, что мне Германия подарила тишину. Он говорит, а где же ваша деревня, как она называется? Я говорю, Аппен. И он удивился, что я город Аппен называю деревней. На самом деле это так и есть. Ну, это да. всего 2 улицы, я могу выйти. И самое главное, что здесь не принято нападать на людей. И я имею возможность здесь даже ночью выйти в поле и общаться со звездами, с небом, со всем универсумом. Это очень большое, конечно, преимущество моей жизни последние 30 лет.
А вот когда вы мечтали остаться одна в классе, в темном, вы, наверное, слушали шорохи какие-то. Почему в темном? Вот этого я в себе до сих пор не могу понять, почему. Я очень многое не могу понять в себе. И в том числе вот это единственное, что я точно знала всегда с детства, что мне безумно нужно, необходимо быть иногда совершенно в одиноком состоянии. У вас был потрясающий папа, геодезист. И, наверное, вот оттуда ваша связь с природой и с тишиной. Я помню, что я где-то читала, что вы сопровождали, неся его чемоданчик с инструментами, и вы не говорили ни слова. Я помню отлично, что для меня это было чем-то очень существенным. Я страшно благодарна моему отцу и считаю, что это он научил меня слушать тишину. Я помню, однажды я упросил директора, чтобы меня оставили ночью одну в зале музыкального училища. Вот зал, хороший рояль, целую ночь наслаждаться одной в этом зале. И мне разрешили почему-то. Я помню отличные совершенно такие моменты, когда я чувствовала, что это моя природа. Софья Азгатовна, вот раз мы заговорили про природу и тишину, вы были знакомы с Джоном Кейджем. Как вот известно, что Джон Кейдж, он как раз вдохновлялся шумом города. Он не мог себе представить жить вне Нью-Йорка, да? Да. А как же вот вы такие два разных композитора, невероятно важных для нашей эпохи, вот где у вас произошла точка соприкосновения? О чем вы говорите? Вы композитор от тишины, а он композитор от шума. Да, это очень, очень часто бывает, что люди объединяются именно не потому, что они во всем согласны, а именно от того, что какие-то совершенно противоположные вещи происходят из одного корня. Этим корнем является звучание, само звучание универсума. И он, и я это звучание впитали в себя, видимо, каким-то неимоверным способом с самого начала своего существования. Дело в том, что и шум, и моя тишина – это результат того, что вот сотворен мир, и он тотчас начал звучать. Мгновенно, вот когда начался этот мир, это существование, он сразу начал звучать. Это природный материал. И вот этот материал совершенно бессловесный, но самый сущностный звучание. И у него, и у меня это являлось таким восторгом. Как можно не быть вместе двум людям, которые из разных точек своего существования уже на Земле, уже в пространстве и времени, и вдруг они объединяются на этом устойчивом, на этой устойчивой, я бы сказала, интуиции единства, что представляет собой музыкальный звук. Я помню, что мы с Марком Пекарским, и вы же были тогда. Мы играли как раз с ним «Шум и тишина». Это ваше произведение, как раз так и называлось, для клавесина и ударных. Ударных, да. Да, это был потрясающий совершенно опыт. Подтолкни. Так, ну, понятно. Так, как слева, Да, как дурак сам падает. Давай еще раз. Да.
Вот каждая публика, я тогда помню, японская, а потом мы играли это в Давосе, мы играли это в Санкт-Петербурге. Ни одно выступление не было повтором старого. Мы воспитаны все в очень такой классической школе, что надо быть абсолютно точными, а ваше произведение, оно всегда дает какой-то посыл и вдохновение для импровизации, вот именно со звуком. Я помню, во всяком случае, этот момент мне очень отпечатался. И главное, что как публика это воспринимала. Мне кажется, публика себя чувствует именно, когда ваша музыка исполняется с соучастником. Да, это я очень ценю вообще в жизни и в культуре соучастие. Вот вы очень точное определение дали этому явлению соучастие. Дело в том, что сейчас мир настолько разнообразен, что существуют всякие тенденции. Но та тенденция, которая меня огорчает, это как раз желание от искусства получать только удовольствие, только какое-то чисто бытовое явление. И этого настолько мало, настолько это недостаточно для того, чтобы действительно жить, что это меня огорчает. И поэтому я пробую включить исполнителей в процесс самого действия музыкального. И таких попыток у меня много было. И некоторые такие эксперименты привели меня к очень важным каким-то результатам чисто инструментальным, потому что исполнители, которые соучаствуют, и зрители тоже соучаствуют, это феномен, который по существу он может быть спасительной такой ниточкой для будущего. Но в этот момент просто человек духовно развивается. Да. Он выходит вот именно на этот канал, который вы предлагаете. Вы же его приглашаете туда, в эту связь с космосом. Да, и иногда это получается. Если это получается совсем редко, и то это большая ценность. Софья Азгатовна, где вы чувствуете сегодня опасность нашего мира? Вот опасность в поведении человеческом, в отношениях. Сегодня, особенно когда мы еще не знаем, будет вторая волна пандемии или не будет. Где вы видите сегодня опасность и где вы видите выход из нее? Вы знаете, Ирочка, у меня такое впечатление, что человек слишком торопится. И в сложных ситуациях он сразу спрашивает, что нам делать. Но прежде чем делать, нужно подумать. И в этом смысле я вижу вот такую самую существенную боль, которая меня потрясает, это то, что в современной ситуации перенапряжение, цивилизационное перенапряжение, мы пришли к тому, что человечество постепенно теряет интуицию единства. Человек вообще, конечно, животное очень мыслящее, но недостаточно мыслящее для того, чтобы понять действительно смысл своего собственного существования. И то, что теряется эта интуиция единства, это результат того, что мы давным-давно, 2500 лет уже, может быть,
обращаем внимание только на интеллект, и постепенно интеллект затмевает эту интуицию. Я чувствую, что сейчас идет спор между двумя совершенно необходимыми для человека явлениями. С одной стороны, прогресс ума, интеллекта, прогресс всего научного, технологического абсолютно необходимо. Абсолютно. И человечность, которая страдает в это время от того, что его интуиция стала слабой. Само понятие «жизнь» – это противоречие, которое содержит невероятную радость и невероятную боль одновременно. И поэтому мы видим, с одной стороны, спор между Гераклитом, там, скажем, и Парменидом. Устойчивость или изменчивость мира. Можно прийти в отчаяние от того, что мир изменчив, значит, мы ничего не можем понять. И противоположная точка зрения: нет, он все-таки устойчив. Мы же не можем закрывать глаза на то, что солнце восходит и заходит. Времена года меняются и так далее, но что-то и стоит тоже. То есть устойчивость существует одновременно. И вот я не думаю, у них тогда, я представляю, у них была сильная интуиция этого единства. Они могли рассуждать, они могли ставить какие-то задачи и находить спасение, ну, там, скажем, в красоте. Древняя Греция. И это для меня настолько очевидно, что этим людям, наверное, в голову не могло прийти, что когда-то это замечательное слово «прогресс», «наука». И оказывается, что это опасность для человечности человека. И вот сейчас мы находимся на этой грани. Мне кажется, что сейчас самое главное – это не потерять окончательно эту интуицию. Очень часто мне говорят на интервью: что бы вы посоветовали следующему поколению композиторов? И мне кажется, что им нужно посоветовать не бояться того, что им предстоит очень, очень сложная жизнь. И они должны быть очень сильными, духовно сильными. Необыкновенная сила искусства должна сейчас преодолеть ту опасность, которая грозит слову человечность. Вот что бы я сказала про это существо, которое называется человек. Самый большой недостаток у этого животного – это его высокомерие. И именно за это высокомерие его изгнали из рая, потому что в раю невозможно быть животному, который сказал, что я Бог. Был изгнан не из-за того, что не там чего-то. Почему-то Бог взрастил древо познания. Значит, это нужно, познание. И почему-то Он запретил есть плоды от древа познания. Ирочка, вы никогда не задавались вопросом о том, что значит древо познания? И сейчас сплошь и рядом говорят: ну что, и добро, и зло, оно без зла не было бы добра. Ну, чистая правда. Но их смешивать-то нельзя. Их смешивать нельзя. И самое интересное то, что если мы посмотрим на историю, то именно самые талантливые люди, самые глубокие. Ну, просто вот посмотреть. Платон, Древняя Греция, Ницше, уже 19 век, и наша боль современная. И там
мы видим трагедию мысли, даже не биографии этого человека, того и другого, а трагедию мысли. Сама мысль, которая приходит человеку такого масштаба, как Платон, и такого масштаба, как Ницше, сама идея идеального, единичного, всеобщего. И тотчас он оказывается на плоскости пространства и времени, а здесь ничего нельзя поделать, здесь противоречие. И тотчас человек ставит вопрос поспешно. Что делать? А в данный момент что делать? И что делать у Платона? Тоталитарное государство. Значит, ложь, пожалуйста, да? Не говоря уже о том, что надо истреблять там кого-то и тогда, там, кого-то. Ну, одним словом, об этом даже и не стоит говорить, это все знают. Какова программа на этой земле? Так то же самое происходит у Ницше. В достаточно молодом возрасте, человеку 23-25 лет, он чувствует, что совершеннолетие. И он видит, что все моральные ценности – это ложь. Это все неправда, это подстановка. И опять слишком торопливо. Что делать? Уничтожить эти ценности. Уничтожить эти моральные ценности. Уничтожить Бога. Да? Совершенно какое-то незаконное даже приравнивание. Инстинкт жизни приравнивать к инстинкту власти и господства. И тут начинается болезнь. Это трагедия не только личности Ницше, а это трагедия человека, человечества. Когда на вопрос об идеальном сначала он выдвигает совершенно потрясающее трагедия из духа музыки. И тут он наталкивается на материальное противоречие, и все. Он сразу что делать? Уничтожить эти моральные ценности, уничтожить Бога. Мы все время попадаем в эти сети. Мы все время попадаем в эти сети, и мы ничего не можем сделать, потому что это материальный мир. Мы живем в пространстве и времени, и он имеет вот этот закон. Закон отталкивания и интеграции, например. Центробежные, центростремительные силы. Но они существуют и должны существовать. А нужно все-таки в этом найти в себе силу противодействовать. И это может только искусство. Может только искусство. Так же, как в Древней Греции, они нашли спасение в искусстве, в красоте. Софья Азгатовна, все-таки, я считаю, в какой-то степени благословил вас Дмитрий Дмитриевич Шостакович, когда сказал: идите вы своим неправильным путем. Да, да. Я до сих пор это делаю. Да? На самом деле, в самых неожиданно других ситуациях я все время помню это. Безусловно, эта фраза со мной всегда. Я думаю, даже спасала вас в какие-то моменты. Безусловно. А второй человек, который, мне кажется, тоже на вас очень повлиял, это Мария Вениаминовна Юдина. Да. Да. Как вы встретились первый раз с ней?
она должна была вступать с бетховенской программой. И так случилось, что я оказалась... Она меня не видела. Она меня не видела, потому что это так, выход на сцену из коридора, который соединялся с классами, где можно было заниматься, и я подглядела, как она выходит на сцену. В Казани? В Казани, да. Она осенила себя крестом, прежде чем выйти. Никого нет, никого нет. Только мои глаза засекли вот это. Тогда еще не было дружбы с ней никакой. Но я отлично понимала, что вот эта связь какая-то существует между ней и мной. Потом случилось так, что я переехала в Москву и начала заниматься уже композицией официально. До этого я занималась факультативно только. И тут каким-то образом мы подружились. Это я не помню даже как. Ну, как, что она стала приходить ко мне домой, я к ней. Она меня угощала чем? Гороховым супом. Ну, то есть это бедность, Да. настоящая бедность. Горох – это то, что дешевле всего. Она угощала меня гороховым супом. И она играла хаммер-клавир у меня дома. Я не могу сказать, что эта дружба была такая в бытовом отношении слишком тесная. Это были редкие встречи. Не было постоянного какого-то такого. Вот. Это не было такой дружбы, которой можно было бы порадоваться. Но были моменты такого совершенно потрясающего единства, когда она читала стихи. Ну, я, конечно, посещала ее концерты, а тогда она привлекала очень много молодых людей на свои концерты, где она музыку сочетала со стихотворениями. Это было и Ахматова, и Цветаева, и Волошина. Но она такое явление было такого абсолютно бесстрашного и преданного музыке человека, преданного искусству. Да, И характер очень сильный, очень сильный. Конечно, привлекательная личность очень. И она сформировала ваше вот отношение к религии, к православию. Я знала, что у нее был очень многообразный путь к православию. И это был иудаизм, это было еще там что-то. Во всяком случае, православие – это то, к чему она пришла в зрелом таком состоянии своего ума. И вот она мне как-то сообщила эту возможность. Вот, а я мечтала об этом. Поэтому вот так случилось. Софья Азгатовна, меня всегда смущает, когда я читаю о вашей музыке авангард. Да, мне тоже не нравится это слово. Потому что мне кажется, что как раз вы вне всяких течений, вне времени. Мне кажется, что у вас абсолютно какая-то ясность с интуицией, которая ту же музыку до баховского и баховского периода очень отличала. Вот такая конструкция, но наполненная абсолютно духовностью. А вопрос такой. В католической церкви, где Бах творил, мы знали, что всегда музыка имела право исполняться. Она, собственно, и писалась для церкви. Прежде чем она была светская, была церковная. А вот в православной церкви музыка же практически не исполняется, только хор. Но, тем не менее, вот когда я слушаю очень часто вашу музыку, мне кажется, она такой духовной. Вы правы. Это во мне тоже существует. Это противоречивость религиозная. То, что православие запрещало инструменты, только вокал. То, что я большое количество времени провела в условиях, когда религия была запрещена, вообще всякая религия была запрещена, особенно молодым людям. Я отлично помню, как мы надевали там платочки
чтобы нас пустили на службу в храм. Старым людям позволялось, молодым не позволялось. Одним словом, тут очень много шероховатости и боли было всякой. Но самая большая проблема для меня была это сочинение страстей по Иоанну. Когда я получила заказ «Страсти по Иоанну» и «Пасха по Иоанну». Это сочинение, которое без органа, без оркестра, только с хором и солистом я просто не могла бы сделать этих вещей. И надо сказать, что у меня нет такого яростного противодействия против католичества, протестанства. Такой ярости у меня нет. Для меня важно вообще существование вот этого христианства. И я сделала эту вещь, и оно было исполнено, и очень хорошо было исполнено, потому что это был заказ Штутгарта. Это одно из моих сочинений, которые я считаю удавшимися. Но боль у меня все время существовала. И однажды я попала на Валаам. Так случилось, что там что-то снималось, связанное с моим искусством. Я попала в круг валаамских художников. Они были все реставраторы, художники, которые уехали из Петербурга и почувствовали на Валааме какую-то такую чистоту. С ними сдружилась. Но, кроме того, мне удалось повидать священника, пустынника. На одном из островов жил такой отец Василий. Меня туда повезли, чтобы я могла с ним поговорить. И вот ему-то как раз я и признаю. Я чту всю догматику, почитаю, а с другой стороны я не могу сделать вещь в искусстве без инструментов и без органа. И он снял с меня эту боль. Вы представляете, он снял таким простым словом. Сказал: ах, не обращайте внимания, люди так любят учить кого-то. Какой-то такой простой ответ. И по существу он снял с меня какой-то груз. И я подумала, что вот самое большое преимущество такого российского человека, с моей точки зрения, это вот как раз углубленность в самую сущность жизни, которая таки действительно представляет собой и громадную радость, и громадную боль одновременно. И в этой жизни надо жить. И он знает, как жить. Не надо учить друг друга, не надо быть высокомерными. По существу я поняла эти его простые слова, как не надо быть высокомерными. Не надо быть такими самовлюбленными человеку вообще, в принципе. Софья Азгатовна, вот я с вами разговариваю, меня знаете, что поражает? Вы, наверное, один из очень немногих композиторов, которые не сделали лихого поворота в своем творчестве. Пендерецкий, к примеру, да, тот же Шнитке, тот же Пиарт, да, это Денисов. Все люди доходили до какого-то
определенного уровня или этапа, и потом разворачивались, либо поворачивались, либо, ну, сходили с этого и переходили. Знаете, делали такую пересадку. А вот вы нигде не сделали пересадки? Да, не сделала. Мне было абсолютно некогда. Для этой мысли я не нашла времени. Мне нужна была вся концентрация моего существования. Мне очень надо было много времени для того, чтобы делать то, что мне хочется. И эта мысль, о которой вы говорите, а правильно ли я иду, а правильно ли, эта мысль в этом состоянии можно сравнить с тем, я чувствую себя идущей по канату. Нельзя остановиться, нельзя оглянуться назад. Надо идти и больше ничего. То есть полная концентрация этой мысли у меня не было, потому что и не должно было быть. Не надо ничего менять. Вот иду по канату и все. Это есть мой канат. Это мой канат.